Здорово, YouTube! Что делать обычным пользователям, которые не знают, зачем переплачивать за iPhone? Ведь перед тем, как купить смартфон, у многих из нас сейчас возникает вопрос, а может быть iPhone? Девайсов на Android сейчас очень много. Некоторые из них спокойно навязывают конкуренцию устройствам на iOS. И при этом мы же хотим приобрести хороший смартфон, не ошибиться и потратить деньги на то, что действительно удовлетворит всем нашим запросам. В этом видео я расскажу несколько аргументов в сторону смартфонов Apple. Подпишись на канал, поставь лайк, поехали! Вы когда-нибудь пытались продать двухгодовалый Huawei? Задача на самом деле не из легких. Продать iPhone в любом состоянии гораздо легче, чем любой другой смартфон. Из-за долгого периода поддержки техника Apple достаточно хорошо ценится на вторичном рынке. За год свежий смартфон теряет от 25 до 50% стоимости. Чаще всего на продажу iPhone уходит от нескольких минут до одного дня. Иногда, если вы не спешите, то есть смысл немножко подождать и продать его подороже. Особенно если у вас хорошее состояние устройства. В случае с другими смартфонами придется выставлять цену поменьше, либо ждать покупателя гораздо больше. Грубо говоря, однажды купив iPhone, вы легко можете продать старую версию, докинуть половину цены и взять новую. Прежде чем iPhone попадет в магазин, его тщательно тестируют. Смартфон проходит несколько этапов специальных испытаний. Проблема в том, что у всех, кроме Apple, в производстве присутствует множество смартфонов, а иногда даже множество линеек, в каждой из которых несколько моделей. Представьте, что каждое устройство должно быть тщательно продумано и спроектировано, чтобы все заявленные возможности устройства функционировали должным образом. Дело в том, что если у тебя 1, 2 или 3 смартфона, сделать это гораздо проще. А если у вас линейка из 20 смартфонов, уделить внимание каждому достаточно сложно. Именно поэтому в устройствах компании Apple брака гораздо меньше, чем у других производителей. Все обновления iOS также тщательно тестируют с прошлыми моделями iPhone, даже самыми устарелыми. У компании Apple имеется специфический подход в компоновке собственных устройств. Много внимания уделяется дизайну, который нередко задает тренды. Что касается аппаратной начинки, то здесь компанию часто критикуют за отсутствие инноваций. Тем не менее, бренд всячески пытается оснащать свои телефоны только нужными решениями. Примером становится технология распознавания лица Face ID. Таким образом удается избежать ситуаций, когда какое-то техническое ноу-хау откровенно мешает жить. Взять тот же сканер отпечатка пальца под экраном. Во время своего первого появления он отличался низкой скоростью работы и большой погрешностью, а выезжающая или переворачивающаяся камера нередко отпугивает потенциального покупателя. iPhone практически единственный маленький гаджет на рынке. Речь, конечно, идет о iPhone 12 mini. Сегодня его можно приобрести примерно за $800, что не очень-то и дешево. Но главное, вы получите практически все возможности современных флагманов в компактном корпусе. Поверьте, есть люди, кому это нужно. Среди Android устройств могу противопоставить ему только Sony Xperia 5 Mark II. Но и он так-то гораздо больше. Хотя достоинства у него тоже есть, но в итоге мы смотрим на габариты и цену. Он обойдется вам или дороже, или в ту же стоимость. Но продадите вы его явно дешевле, чем iPhone 12 mini. Главным доводом в пользу iPhone становится большой срок поддержки. Обновление прошивки приходит на все актуальные устройства, даже смартфоны, выпущенные более 4 лет назад. Если вы покупаете новый iPhone, вы можете быть уверены на 100%, что сразу после выхода новой версии iOS ваш смартфон точно получит это обновление. Ни один Android-производитель не может похвастаться тем же. Сначала выходит официальный релиз от Google, потом бренды начинают обновлять свои актуальные флагманы, и только после, если повезет, обновление становится доступным для более древних устройств. Но и те получают новые версии операционной системы с большими задержками, иногда вплоть до выхода следующего глобального обновления операционки. А еще Google создает красивую операционную систему с множеством нововведений, часть из которых режет производительность, а часть вы просто не увидите из-за сторонних оболочек. Под управлением операционной системы Android находится огромное количество устройств. И даже если отбросить флагманы, то останутся десятки смартфонов. Каждый из них частично или полностью отличается от своих собратьев. Это значительно усложняет жизнь разработчикам. И далеко не весь софт оптимизирован должным образом даже под самые топовые устройства.
Тут можно добавить про строгую модерацию приложений в App Store, которая вместе с большим количеством актуальных устройств дает строгое правило. Все, что вы скачаете, будет работать. Игры летают, приложения справляются со своими задачами, практически никаких вылетов и багов. Да, у iOS действительно меньше настроек, чем у Android, но зато высокая стабильность. Не так много приложений, но взамен куда больше надежности. Конечно, в этом видео я не агитирую покупать смартфоны от Apple. Это всего лишь ответ на вопрос, почему стоит купить iPhone. У других смартфонов тоже есть свои плюсы, а у iPhone достаточно минусов. Поэтому в будущем видео я обязательно расскажу, почему стоит купить смартфоны на Android и причины, по которым не стоит покупать iPhone. Напиши, кстати, в комментариях, Android или iPhone. Посмотрим, кого тут больше. Да пребудут с вами инновации!